Наш мозг и поведение далеки от совершенства. Мы постоянно совершаем то, что вредит нашим интересам, а потом имеем тенденцию это оправдывать. Мы курим, игнорируем здоровье, залипаем в интернете и любим понтоваться. Все это, конечно, плохо. Но вот что еще хуже, так это то, что есть люди, которые знают и используют наши баги в системе для того, чтобы управлять нами. Сегодня именно про такие манипуляции и поговорим на конкретных примерах. Много лет назад психолог Роберт Чалдин написал замечательную книгу «Влияние. Психология убеждения», в которой раскрыл механизм и много конкретных фишек, как манипулировать людьми. Некоторые из этих вещей настолько мощные, что обычному человеку крайне сложно им противостоять. Он вынужден делать не то, что нужно ему, а то, что выгодно манипулятору. Поэтому многие считают эти фишки аморальными. Основная, ключевая идея Чалдина – это почва и посев. Для того, чтобы наш посев вырос в будущем, нам нужно сначала подготовить почву. Ваши непосредственные действия тут и сейчас, направленные на результат в будущем, это ваш посев. Мы кладем зерно в почву для того, чтобы в будущем получить нужный нам результат – проросшую яблоню. Например, посев – это когда мы говорим девушке на улице «Привет, как дела?» для того, чтобы получить нужный результат – познакомиться. Но далеко не всегда мы получаем желаемый результат. Иногда посев успешный и зерно прорастает. Мы познакомились. Но чаще девушка откажет, и все было зря. Почему посев не сработал? Причин может быть много, но самая частая популярная причина – это плохая почва. Изначальное отношение девушки к молодому человеку неблагоприятное. Может быть, у нее плохое настроение, возможно, она сломала сегодня ноготь, а может быть, перед вами к ней подходило 20 таких, как вы, и это ее немного утомило. Для того, чтобы девушка правильно прореагировала, сначала нужно правильно подготовить ее отношения. И в этом фишка метода. Для того, чтобы зерно правильно проросло, сначала нужно правильно подготовить почву. Сейчас нет времени рассказывать теорию. Если коротко, то наши ошибки в системе – это не баги, а фича. Для того, чтобы быстро обрабатывать информацию и принимать решения, нужно эту информацию максимально упрощать и использовать шаблоны. Так мы экономим время и когнитивные ресурсы. Однако все имеет свою цену. Тот, кто понимает, как работают эти шаблоны, может, например, сделать правильный посев и получить от нас нужный ему результат. Это манипуляция. Итак, давайте рассмотрим конкретные примеры. Представим, что молодому человеку нужно подойти в городе к девушке для того, чтобы с ней познакомиться. Может ли он как-то увеличить свои шансы на благоприятный ответ? В свое время ученые протестировали множество мест в городе для того, чтобы изучить их коэффициент полезного действия. В каких местах девушки чаще будут давать благосклонный ответ? И такое место было найдено. Как вы думаете, что это за место? Казино, ресторан, может быть, спортивный клуб? Цветы. Легче всего девушки знакомились рядом с цветочным магазином. И если парень подходил знакомиться на фоне цветов, то его шансы значительно увеличивались. Почему? Потому что это правильный посев. Цветы в женском сознании ассоциируются с романтическими отношениями. Девушка сама не понимает, почему вдруг ответила «да» и пошла на свидание. Просто ее подсознание попало в ловушку быстрого решения, где цветы прочно связаны с женской романтикой. У сознания нет времени на долгие оценки. Решение нужно делать быстро, тут и сейчас. Поэтому оно мгновенно подстраивается под бессознательный шаблон «нравится» или «не нравится». Причем манипулятор не держал цветы в своих руках, а просто стоял на их фоне. И этого оказалось достаточно для женского подсознания, чтобы прореагировать благоприятно. Что же будет, если молодой человек возьмет в руки цветы? Тестировали и это. Оказалось, что конверсия падает. Видимо, девушки считают, что если у вас в руках цветы, то значит вы уже не свободны, вы заняты. Хорошо, подумали ученые. А какие же предметы в руках могут повысить отклик, повысить конверсию? Тестировали и это. После многочисленных проб и ошибок такой предмет был найден.
Это футляр. Футляр от гитары. Мы не можем точно объяснить, как работает такая подготовка почвы и что происходит в женском подсознании. Возможно, оно идентифицирует формы гитары с женскими, а мужчину как заботливого и опытного игрока на этих формах. Возможно, увлеченные творческие мужчины привлекательны с точки зрения безопасности и будущей перспективы. Мы не знаем как, но футляр работает. Отношение женщин меняется, конверсия откликов растет. Итак, посев – это то, что формирует нужное для манипулятора отношение к ситуации. В зависимости от целей можно сформировать абсолютно разное отношение. Например, если вы продаете дорогой товар, то не нужно фокусировать внимание клиента на мысли о цене, ему будет больно. Лучше сфокусируйте внимание на комфорте и качестве. А если вы продаете обычный товар, то наоборот, фокусируйте внимание на выгодной цене. Почва всегда подстраивается под посев. Психологи провели интересный эксперимент по продаже мебели через одностраничный сайт лендинг. Использовалось два типа лендингов с двумя разными типами изображений. В первом случае были облака, во втором случае были монеты. Облака использовались для фокусировки внимания на комфорте для дорогой мебели. Монеты использовались для фокусировки внимания на выгодной цене для дешевой мебели. Оказалось, что если комфортную дорогую мебель продавать на фоне монет, то клиенты хуже ее покупают, чем если продавать ее на фоне облаков. Под каждый посев нужна своя почва. В следующем эксперименте участвовало 3 группы людей. Измерялось единство и желание помогать друг другу. Для этого актер типа случайно ронял предмет на пол, стимулируя тем самым участников опуститься на колени и поднять упавшую вещь. Хотели понять, где люди будут помогать чаще. 3 группы были в 3 разных помещениях с 3 разными изображениями на стене. Что это за изображение? В первой группе на стене висело изображение одиноко стоящего человека. Во второй группе было 2 человека, стоящих порознь друг от друга. В третьей группе было 2 человека, которые стояли рядом, плечо к плечу. Так вот, оказалось, что конверсия в третьей группе в 3 раза выше, чем в первой и второй. То есть люди из третьей группы в 3 раза чаще помогали, чем в остальных группах. Но самое забавное, что эти люди были достаточно маленькие. Это были 18-месячные дети. Видимо, наше выживание очень сильно зависит от группового конформизма и копирования чужого поведения. Если мы видим картинки, где люди помогают друг другу, то нам автоматически хочется помогать. Такую подготовку почвы особенно часто используют в государственной пропаганде. Следующий метод – это reciprocity. На русский переводится не очень, рецепрокность, поэтому мы будем использовать слово взаимность. По умолчанию люди тяготеют отвечать добром на добро. Однако когнитивной энергии не хватает для того, чтобы взвешивать и оценивать размер этого добра. Но это другой вопрос. В целом, если вы делаете какую-то услугу, какое-то благое деяние для человека, то можно рассчитывать на 2 вещи. Во-первых, ваши отношения с этим человеком улучшатся, а во-вторых, можно рассчитывать на какую-то взаимность, на помощь от этого человека в будущем. Это очень древнее явление, которое называется reciprocity, взаимность. Его можно использовать для 2 вещей. Для того, чтобы расширять свои социальные связи, либо для того, чтобы подготавливать почву для манипуляций. Например, если продавец газет поможет и откроет человеку дверь со стороны улицы, потому что эта дверь открывается только снаружи, а не изнутри, то такой человек, скорее всего, купит у продавца газету в качестве благодарности. Проводили интересный эксперимент с чаевыми в ресторане. Официанты выполняли 4 разных алгоритма, 4 разных сценария. В первом сценарии просто приносили счет и получали стандартные чаевые. Во втором сценарии приносили счет и клали туда конфету в подарок. Получали плюс 3% чая относительно стандартного, то есть на 3% больше. В третьем сценарии официант приносил счет и клал туда 2 конфеты.
Соответственно, получали плюс 14% чая относительно исходного. И четвертый сценарий. Официант приносил счет с конфетой, уходил и тут же возвращался со второй конфетой со словами «вот вам еще одна». Так вот, в четвертом сценарии они получили плюс 20%, то есть на 20% больше чая относительно стандартной нормы. Люди не хотят оставаться в долгу и даются размерно своим ощущениям. Мы постоянно строим у себя в голове истории для того, чтобы упростить себе жизнь. Одним из побочных явлений этого является наше желание быть последовательными, связывать все в последовательную историю. Назвался Грузием, полезая в кузов. Сказал А, говори Б, а не Джей. Это наше желание связывать все в единую последовательную историю может сыграть с нами злую шутку. Например, если человек поставил ставку на определенную лошадь или человека, то он становится слишком уверен в этой лошади или человеке. То есть он идеализирует свой выбор, чтобы его история была последовательной и логичной. Если подготовить почву и вынудить нас на определенные действия, то это будет влиять на наши последующие действия. Психологи проводили эксперимент с отменой бронирования в ресторане. Это очень больной вопрос для рестораторов, потому что если клиент отменил бронирование, не предупредив, то ресторан теряет деньги. Обычно администратор в момент бронирования говорит клиенту: если вы решите отменить бронирование, позвоните, пожалуйста. И это не работает. Клиенты никогда не перезванивают. Однако, если немного поменять фразу, то клиент почти всегда будет перезванивать. Нужно сказать: если вы решите отменить бронь, то сможете нам перезвонить? Клиент обычно отвечает «да» и тем самым берет на себя активное обязательство. В случае отмены, чтобы быть последовательным, ему нужно позвонить. И он это делает. Многим не нравится, когда я называю людей животными. Когда я говорю «мы животные социальные», хочется верить, что мы такие особые. Мы не такие, как все остальные существа на этой планете. Мы особые, поэтому мы их можем убивать, есть, делать из них шашлык и так далее. Но мы их всех любим. Ладно, чтобы вас очень сильно не бомбило, мы существа социальные. За сотни тысяч лет эволюции для выживания нам пришлось научиться подстраиваться под чужое мнение толпы, которая нас окружает. От этого зависело наше выживание. У этого явления есть одна очень мощная побочка. Наша настройка по умолчанию – это то, что большинство всегда правы. Поэтому, например, если все машины проезжают мимо жертвы ДТП, то никто не хочет останавливаться помочь. Если все смотрят вверх, то и нам хочется посмотреть наверх. Подобные настройки дают возможность манипулировать нами через социальное доказательство. Если нас обмануть, что большинство это делает, то и нам захочется. Британская налоговая в свое время подготавливала и тестировала почву для своих налогоплательщиков. Они слали 3 разных письма для того, чтобы стимулировать на уплату налогов. Первое письмо это была страшилка: «Заплати, или мы тебя посадим». В этом случае конверсия была 67%. То есть 67% людей, которые получили такое письмо, испугались, заплатили налоги и сдали декларацию. Во втором письме было написано: заплати налоги, потому что большинство британцев регулярно платит налоги. В этом случае конверсия выросла, она была 74%. В третьем письме было написано: заплати налоги, потому что большинство людей в твоем городе регулярно платят налоги. И вот тут конверсия была 83%. Почему в третьем письме, в третьем случае конверсия была самая большая? Потому что опытные манипуляторы из британской налоговой использовали самое мощное социальное доказательство: заплати, потому что остальные вокруг тебя это делают. Больше всего подвержены манипуляции те, кто уверены: уж я-то нет, я кремень, я ж осознанный, со мной это не пройдет. Это кто так считает, вот у них с ними проще всего и срабатывает. На самом деле
Мы все подвержены манипуляциям, потому что большая часть процессов жизнедеятельности у нас происходит бессознательно, на автопилоте. И, соответственно, все вот эти автоматические модели, про которые я вам сегодня рассказывал, они работают, потому что мы глубоко не задумываемся, мы просто чувствуем, и, соответственно, нами можно манипулировать. Однако это не всегда плохо. Например, если вы говорите сыну «не кури, потому что космонавты не курят», то это манипуляция. Но кто сказал, что она плохая? Самая главная идея сегодняшнего сюжета – это идея про почву и посев, а не про какие-то конкретные способы. Если вы поймете, как это работает, то вас ждет успешный успех в будущем, потому что вы можете сделать плохие действия по реализации чего бы то ни было, но если вы сделали правильную подготовку, если вы сформировали правильное отношение, то у вас получится. И наоборот, как бы классно вы что ни делали, но если вы не позаботились про отношения, то просто все застопорится, ничего не получится. Вот это вот самая главная идея сегодняшнего сюжета. В следующем видео я вам расскажу, как найти и развить свою суперсилу, свою суперспособность. Как маленькими результатами достигать, маленькими усилиями достигать очень больших результатов и получать власть, уважение и деньги. Ну, в общем, все, что вам нужно. А для тех, кто не хочет ждать целую неделю, у меня есть 2 бесплатные программы тренировок. Одна для тела Full Body 90, другая для мозга Neuromax 90. Обе программы рассчитаны на 90 дней тренировок и подойдут тем, кто хотел бы начать, но не знает как. Пожалуйста, все бесплатно, ссылки там вот внизу в описании. У меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.